Перед войной существовали планы создания на базе гражданских судов вспомогательных авианосцев. Однако строительство первого такого корабля велось довольно медленно, если учитывать срочность ситуации. Для этого выбрали поврежденный пожарами корпус корабля «Ганнера», почти нового торгового лайнера компании «Гамбург Америка», захваченного королевскими ВМС в феврале 1940 года у побережья Сан-Доминго. Новый авианосец вошел в состав флота в июне 1941 года, как корабль ВМС Великобритании «Одессити». Сохранив большую часть своего прежнего оборудования, он должен был нести истребители для защиты от самолетов морской авиации Германии и самолеты Ордшиф для борьбы с подводными лодками. Его оборудование было примитивным. Полетная палуба длиной 140 метров проходила от поднятого полубака через уменьшенную надстройку мостика к достроенному полуюту. На ней имелось только два троса автофинишера и аварийный барьер. Подъемников не было, так как отсутствовал ангар. Все 6 самолетов хранились и обслуживались на палубе. Из-за отсутствия в нужном количестве самолетов Сихариен на корабле впервые в истории Королевского флота базировались марлетты компании Гуман. Первый поход авианосца состоялся в сентябре 1941 года вместе с конвоем ОК-41. В результате интенсивных атак подводных лодок и авиации были потоплены 6 судов, но еще больше потерь удалось избежать благодаря самолетам «Одессити», которые вынудили несколько немецких субмарин погрузиться и выйти из атаки. Они также сбили Фокке-Вульф-200С и отогнали еще несколько самолетов. Следующий конвой HQ-76 «Одессити» сопровождал в середине декабря 1941 года. В ходе непрерывного 5-дневного боя противник потерял 5 подводных лодок и 2 корабля. Наведенные при помощи его РЛС самолеты сбили 2 самолета-разведчика и сорвали атаки нескольких подводных лодок. 21 декабря корабль сам стал жертвой 3 выпущенных с подлодки торпед, но успел доказать необходимость конвойных авианосцев.